Привет всем! В сегодняшнем ролике я сравню, наконец-то, два основания Inhe Pro 01 и Butterfly Viscaria. Немного с предыстории начну. В комментариях вы мне неоднократно писали, что Илья, сравни Inhe Pro 01 с Viscaria, и либо просто попробуй это основание, поскольку она является очень хорошим аналогом оснований от фирмы Butterfly, но в 3-4 раза цена ее дешевле, чем у тех же оснований Butterfly. Но при этом по качеству, по характеристикам ничем практически не отличается. А Pro 01 якобы является прям прямым аналогом Viscaria. Я, конечно, это все читал, накапливал. Побаивался делать эти сравнения, поскольку если заказать это основание, потом очень тяжело основание фирмы Inhe и подобное, если это основание не Butterfly, продать на вторичном рынке. Потом я сижу, смотрю 4-й тур премьер-лиги клубного чемпионата России, и вы наверняка знаете такого теннисиста, как Алексей Жуков, который выступает в команде Sparta НК. Там вы сейчас знаете, что очень хорошие трансляции. Он начинает подавать подачу, я смотрю, а у него ручка очень похожа на вот это основание, на Inhe Pro 01. Думаю, ну ладно, может показалось. Потом в следующий момент, опять она. Сразу у меня в голове, то есть я сразу начал думать, что это именно это основание. Далее, через своих знакомых, постарался уже напрямую у него узнать, каким основанием он играет на 4-м туре. С Алексеем связались, и он подтвердил, что он играет основанием Inhe Pro 01. Хорошо, я накопил эту информацию. Идет плей-офф. Думаю, ну может быть просто 4-й тур. Там 4-й тур, может быть, для некоторых команд он не такой важный. Может быть, как-то он попробовал это основание. Далее идет плей-офф. Играет Алексей Жуков, играет, по моему мнению, в каких-то моментах на равных, а в каких-то моментах даже превосходит Томислава Пуцара. Смотрю, а основание все то же самое, Inhe Pro 01, про которое вы писали. Вот это и стало уже последней каплей, чтобы заказать это основание. Захожу на AliExpress, и как раз были, как вы все понимаете, что сейчас курс немного просел, и на AliExpress были маленькие скидки, то есть по купонам рублей 200-250 продавцы скидывали. И заказываю это основание за 3750 рублей. Почитал комментарии к этому основанию, и люди уже вот буквально недавно пишут в комментариях, что эта посылка, это основание им приходит буквально за 10-14 дней, что очень быстро. Я тут же заказываю это основание, все, жду, и буквально прям через 7 дней мне приходит это основание. И вот я бегу быстрее с вами поделиться, быстрее вам рассказать, попробовать это основание. Пробегаемся по тому, как приходит это основание. Во-первых, самая обыкновенная картонная упаковка, ничего необычного. То есть пришло оно в коробке и замотано вот в обычную пупырку. Пленку я уже снял, как я вам уже говорил, что я это основание уже немного, точнее писал, что оно у меня маленько было уже на тест-драйве. Далее, по качеству изготовления, качество сделано на высшем уровне. Здесь никакие шильдики, ничего здесь не торчит. А вот эта вот вставка, так она вообще топовая. Вот такая позолоченная, выглядит очень дорого-богато. Далее, как и у всех досок Inhe, когда берешь их в руку, есть ощущение, что ручка немного толстовата. И вот эти вот края абсолютно, сколько бы я Inhe не пробовал, новые, не бэушные, когда уже сточились края, а вот именно новые, всегда вот эти вот места, они всегда немного заострены и врезаются в палец. То есть кому неудобно, здесь просто необходимо немного наждачной бумагой пошоркать, и все будет идеально. Теперь уже давайте сравним два эти основания, Pro 01 и Viscaria, уже понабивав мяч. Первое у нас Pro 01. По звуку слышим, что звук очень звонкий, скорости будет прилично, верхний слой жесткий. Прям очень звонко и прям пружинисто, очень скочит. Пятно отскока. Ну, пятно отскока, но я бы не сказал, что оно большое, хотя на Вискариях тоже оно небольшое. Ну, где-то, наверное, вот такое вот. Диаметр 6,28. Да, 6,28. Теперь на этой стороне. Здесь вы слышите,
Отскок хреновый, мяч попадет сюда, скорее всего свалится. По краям так вообще здесь беда. А в центре вот более-менее. Теперь Вискарий. Разница чувствуется намного. Ну, не то, что намного. Вот мне, вы, скорее всего, не поймете это через экран, как мяч прям туда, как влипает в доску. Что говорит о том, что задержки на этом основании и верхний слой, он здесь помягче, чем на Pro 0.1. Диаметр отскока здесь побольше, так, а здесь то же самое, что на Pro 0.1. И, возможно, даже потухлее. Здесь у нас отскок потухлее, чем на Pro 0.1, а в центре пятно побольше. Вы помните, что на Pro 0.1, по моему мнению, 6,28 диаметр, то здесь 7,3. Теперь перевернуть. По ощущению, что пятно на вот этой стороне, оно побольше, чем на вот этой стороне. Следовательно, кто будет брать это основание, простукивайте, и, возможно, вот эту сторону лучше брать на правую сторону, нежели ту. То есть здесь вот внимательно подходите к этому моменту. Таким образом, простучав два эти основания, могу сказать следующее, что при простукивании уже чувствуется, что эти два основания, они будут вести себя абсолютно по-разному. Основание Вискария будет у нас немного поконтрольнее, оно будет у нас с более высокой дугой, поскольку верхний слой на этом основании помягче, чем на Pro 0.1. Основание Pro 0.1, оно будет иметь более пологую, более быструю дугу, нежели на Вискарии, потому что верхний слой пожестче, чем на Вискарии. Сравниваем две эти ракетки. Первое, с чего начинаю, это Pro 0.1. Повторюсь, что этим основанием я уже немного поиграл, пару дней насчет с серьезными дядьками. И, в принципе, уже выводы есть. То есть здесь, в этом обзоре, я уже попытаюсь вам зрительно показать, в чем разница двух этих оснований. Поскольку чисто теоретически я уже готов сделать вывод. Теперь у нас Вискария. На Вискарии мячик чувствуется немного получше. Скорее всего, это связано за счет задержки и за счет более мягкого верхнего слоя. То есть он более чувствителен к приходящему мячу. Теперь опять Pro 0.1. То есть в короткой игре мне больше понравилась Вискария, чем Pro 0.1. Поскольку принимать подачи Pro 0.1 у меня немного получалось чуть похуже, и сложнее было оставить подачу на столе. На накате сразу, когда я только ее взял, сразу почувствовал, что скорости, но если не намного, то на прилично на Pro 0.1 больше, чем на Вискарии. Мячик там задерживается поменьше, чем на Вискарии, и более энергично оттуда вылетает. Но периодически на каких-то плоских пошлепываниях создавался такой стеклянный звук на Pro 0.1. Такое чувство, вот как, может быть, кому знакомо, на Inhe там N9, то есть на дешевых вот этих вот ракеточках, такое вот, как об стекло. Его шлепаешь, и мяч постоянно, бывало, сваливался в сетку. Теперь Вискарий накат. На Вискарии ярче выражен вот этот вот плевок, когда мяч зашел в ракетку и нелинейно вылетел оттуда. Еще чуть-чуть, Pro 0.1. Здесь сразу, прям первоначально, с большой скоростью мяч вылетает из ракетки. На Вискарии такого нету. На Вискарии, получается, мяч туда зашел и прям чувствуется в этот момент и вылетает оттуда с ускорением. Что касается при игре слева, то же самое. Мяч энергичнее вылетает.
И нужно здесь постоянно контролировать вот этот вылет. То есть контроля на инхе, по моему ощущению, немного поменьше, чем на вискарии, поскольку здесь нету времени мячик обработать прямо на самой ракетке. Здесь нужно сразу подобрать угол и сразу его играть. То есть как-то на мяче ковырнуть уже здесь не получится. Напоминаю, что сейчас в руке у меня инхе Pro 01. Берем вискарию. Даже по звуку, думаю, вы чувствуете разницу, что эти два основания, они не похожи. Здесь более такой глухой. Это уже специально. Здесь более такой глухой и с более высокой здесь траекторией мячик летит при накате. Pro 01. А здесь траектория мяча более низкая и дальше летит уже под заднюю линию. Pro 01. На топ-спине, прямо на самых первых, когда я начал ей делать, почувствовал, что скорости, мощности вот этой вот энергии, которая вылетает из ракетки, ну прям прилично больше, чем на вискарии. Но вращение при этом показалось сразу немного чуть поменьше. Но при этом не настолько меньше, как, допустим, на досках ZLC. Теперь вискария. Думаю, прям даже вам будет видно, насколько меньше скорости у вискарии. Но при этом, за счет того, что он там больше засиживается, есть возможность на мяче его еще чуть-чуть немного докрутить. Траектория здесь более высокая на вискарии. Вращение чуть-чуть побольше на вискарии, но когда начинаю усиливать, при движении вперед вискарией, часто бывало того, что если немного не докрутишь рукой, дугу не создашь, что периодически при усилении мяч летел в сетку, сваливался. То есть здесь докручивать, к примеру, не надо, стараться мяч удерживать на ракетке, потому что он здесь меньше сидит. Здесь чуть-чуть вперед додавливаешь, мячик здесь на Pro 01 не сваливается в сетку. То есть здесь уже делаете под себя выбор. Если у вас при топс-ударе вы все равно делаете приоритет в сторону вращения, то, конечно, вам лучше подойдет вискария. Если ваша задача при топс-ударе, при усилении, вы в приоритет вращения не ставите, то в этом случае Pro 01 неплохо подойдет вам. Слева теперь Pro 01. Слева ей играть, если сразу угол сделать, сразу с углом, но это тоже привыкать надо после вискарии, сразу с углом, все стабильно, все неплохо летит. То есть даже дугой можно управлять, чтобы главное не работать на мяче. Я имею в виду прокручивать, стараться. Потому что мяч тогда будет подсваливаться. Потому что первое время, когда я по привычке делал атаку со стола, пытался на мяче работать, то он без дуги у меня улетал, цеплял сетку и улетал в аут. То есть здесь уже не надо на мяче работать, здесь более такое, постараться его немного надо уже приподнять. Теперь попробую вискария, то же самое, слева. Здесь видно, что дуга повыше. Мяч прям чувствуется, что засиживается на ракетке. Но при этом, по моему ощущению, что для соперника мяч от вискарии летит
Посложнее, чем от Pro 0.1. Но здесь быстрее, здесь мощнее. Опять Pro 0.1. Ой. Пробегаемся коротко по элементам, которые мы сейчас проверили на столе. Это короткая игра, накат, топ-спин слева, топ-спин справа. На короткой игре мне Вискария понравилась больше, чем Pro 0.1, поскольку я мячик при тонких соприкосновениях чувствовал получше, чем на Pro 0.1. На накатах слева, на накатах справа Pro 0.1 мне понравилось больше, поскольку задержка что слева, что справа у этой доски меньше, мяч более энергично вылетает. Это мне позволяет выбирать мячи, которые чуть завышенные. У меня появилась возможность их пробивать плоско, а не стараться мяч прокручивать, поскольку Вискарий из-за того, что я из-за высокой задержки не мог мяч бить плоско, я старался все, независимо от высоты, высокий, низкий, все мячи старался прокручивать. Из-за этого у меня частенько мяч вылетал в аут. На топ-спинах слева, на топ-спинах справа. Не могу сказать, какая из этих досок мне понравилась больше, поскольку если речь идет про вращение, то Вискария мне понравилась больше. Если речь идет про усиление, про скорость, то Pro 0.1 здесь мне понравилось больше. Поэтому здесь уже выбирайте сами. Если акцент на вращение при усилении, то Вискария. Если вращение на втором плане, но при этом вращения там все равно очень много, больше, чем на досках ZLC, то если акцент на усиление, то Pro 0.1 ваш выбор. Скажу следующее насчет подач. Я же уже поиграл пару дней. Могу сказать следующее, что подачи, если подавать с нижним вращением, то в доской Вискария такое ощущение, что я все-таки вращение создавал немного побольше. Именно нижние подачи. Если верхние подачи, то мне Pro 0.1 понравилось больше. То есть здесь тоже сами выбираете. Если больше верхних подаете, то Pro 0.1 подойдет. Если больше вы подаете чуть-чуть запиленные подачи, больше с нижним вращением, то Вискария. Вот что я сейчас играю? Если бы это такая медленная. Pro 0.1. Вот, к примеру, сейчас опять, потому что все-таки еще привычка осталась. Слева начал, окей, а справа старался мяч чуть-чуть протолкнуть. Даже не то, что протолкнуть, постарался на мяче его куда-то попытаться создать дугу. И мяч свалился. То есть здесь надо уже сразу руку опускать и сразу пытаться рукой делать эту дугу, а не стараться на мяче его поднимать. Вот сейчас вот сделал сразу дугу и на мяче не работал, и сразу хорошо залетело. Теперь в Вискарии то же самое. Ой, прям чуть-чуть дернул, сразу дуга полетела.
это, и сразу хочется первый мяч втоптануть. А вот это хочется еще и накрутить. И это тоже нормально. И это тоже нормально. Сейчас подавал подачин, делал первый ход. Некоторые сразу пытался завершать. Могу сказать следующее, что уверенности в том, что попаду первый ход навесным и контроля на первом ходу у Вискарии было больше. Больше у меня уверенности, что я его попаду. Про 0.1 в этом плане контроля меньше. Возможно, это зависит от качества изготовления основания. И это основание необходимо брать несколько штук и выбирать по контролю, по площади отскока, поскольку здесь периодически на одном и том же движении у меня мячик сваливался в сетку. Вот. Но когда мяч попадал куда-то в нужную точку, где он стабильно отскакивал, стабильно хорошо отскакивал, мяч довольно-таки с неплохим вращением, с неплохой скоростью залетал в стол. Поэтому первый мяч, первый ход и со стола сразу выносить мне про 0.1 понравилось больше. Усиливать через один ход, это накрутить и дальше усилить. Мне на этом моменте понравилась Вискария больше, поскольку уверенности в том, что в приходящий мяч я смогу ввалить и он у меня не свалится, на Вискарии у меня было побольше, чем на про 0.1, поскольку мяч периодически куда-то сваливался в сетку. Теперь Вискария. Элемент, который мне на голову больше понравился на Pro 0.1, чем на Вискарии, это блок, и особенно блок справа. Поскольку в связи с тем, что мяч из-за задержки такое ощущение, что на приходящей скорости прям как-то аж влипал, и часто я его старался, когда жестко сильно принимал, он у меня либо влетал всегда в сетку, я имею в виду при блоке справа, либо он у меня как-то пассивно от Вискарии постоянно вылетал вверх. На Pro 0.1 из-за того, что мяч не так врезается в ракетку, не столько там задержки, мне было намного легче подставлять и делать блок справа. Это касается не только сейчас на обзоре, но и игр, которые я уже провел этой ракеткой. Что на блоке справа, слева и особенно справа мне намного больше понравилось Pro 0.1, поскольку мяч более энергично оттуда вылетает, чем на Вискарии. Так, теперь Вискария то же самое. По скорости, по мощности, по вращению, плюс-минус сейчас все залетало с одной скоростью и вращением. Ну, вообще, конечно, хотел сказать, что они одинаково залетали, но начал опять, как обычно, троить. Когда перекручивал Вискарией, здесь создавалось больше возможностей обработать мяч, поскольку у нас была задержка,
И здесь больше есть возможность именно его прокрутить, направить. При Pro 0.1 такой возможности уже меньше. Поэтому здесь уже нужно более прямолинейно, с меньшим усилием, просто бить навстречу мячу и будете здесь попадать. В Вискаре, наоборот, бить навстречу мячу здесь уже так не получится. Здесь нужно будет либо предплечьем добавлять, либо кистью, если слева. Подводим уже полный итог по поводу двух этих оснований. Тот факт, что вы мне писали в комментариях, что Pro 0.1 является полным аналогом Butterfly Viscarii, я считаю, что это не так. Поскольку Pro 0.1 по своим характеристикам больше похожа на Jean-Jacques ALC, при короткой игре мне понравилось больше Viscaria, поскольку мячик немного получше чувствуется и более управляемый мяч именно Viscaria, чем Pro 0.1, поскольку от Pro 0.1 мяч прям как на батуте выскакивал постоянно, и здесь нужно постоянно его контролировать. При накате справа, при накате слева, при блоке справа, при блоке слева мне понравилось больше Inhe Pro 0.1, поскольку мяч более энергично вылетает из ракетки, из-за этого появляется возможность бить мяч плоско. И в том числе и блоком, то есть достаточно просто в него ударить, так отыграть и никуда его не подрабатывать. На Viscarii такой возможности у меня не было, я так и не научился делать полноценный блок справа, поэтому я все, что мне летело всегда направо, старался скручивать, поскольку либо я возвращаю ей пассивно, либо я мяч куда-то давлю в сетку. На Pro 0.1 у меня появилась возможность ставить блок справа. При топ-спине справа, при топ-спине слева могу сказать следующее. Если вы делаете акцент в большей степени на вращение, и ваша игра не завязана на том, чтобы завершать первый ход одним ударом, то здесь вам больше подойдет Viscaria. Если вы стараетесь быстрее завершить игру в 1-2 удара, то здесь уже Pro 0.1 будет ваш фаворит. По поводу подач. Повторюсь, что подачи, которые я подавал с нижним вращением, мне понравились больше делать в Viscarii. Подачи, которые я подавал с верхним вращением, и они более опасные, мне понравилось делать больше Pro 0.1. Перекрут первого хода. Здесь тоже не могу сказать, что какая ракетка из этих лучше. Если вы больше работаете на мяче и постоянно вам нужно добавлять и больший такой диапазон возможностей, которые вы можете сделать, здесь Viscaria вам подойдет больше, поскольку здесь мяч у нас сидит в ракетке, и мы можем его направлять. На Pro 0.1 такой возможности нету, здесь уже просто брать бездумно все, вваливать в стол. На первом ходу Viscaria мне здесь, если именно первый ход мы подразумеваем по тем, что нам нужно хорошо накрутить мяч, мне здесь Viscaria понравилось больше, Pro 0.1 меньше. Но не скажу, что Pro 0.1 в этом плане ведет себя отвратительно и создается мало вращения. Нет, такого нету, но вращения поменьше, чем на Viscarii. По поводу контроля при усилении, такое ощущение создалось, что качество изготовления досок Inhe оно очень сильно плавает, поэтому если у вас есть возможность выбирать доску, постарайтесь более качественно выбрать, постучать по всей площади отскока, поскольку вот на этом экземпляре бывает периодически ощущение, что куда-то попадает и мяч начинает сваливаться. Таким образом, если ваша игра более вариативная и содержит вращение, усиление и так далее, и где-то вы будете коротко ковырять на столе, здесь в этом случае вам больше подойдет Viscaria. Если ваша игра более прямолинейна, вы все пытаетесь с первого хода вваливать, здесь вам подойдет Inhe Pro 0.1. Поиграв несколько дней с серьезными дядьками, могу сказать следующее, что Inhe Pro 0.1 является достойной заменой таким основаниям фирмы Butterfly, как T-Mobile ALC, Jean-Jacques ALC, но, к сожалению, чуть с меньшим контролем. Надеюсь, мой обзор будет для тебя полезен. Не забываем ставить лайки к этому видео, подписываться на канал. До встречи!